Канал Валерия Табакова представляет «Венгрия против ЕС. Юридический разбор дела об ограничении ЛГБТ-контента». Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы разбираем громкое дело, которое вызывает резонанс по всей Европе. Разбирательство в суде Европейского Союза против Венгрии за нарушение законодательства ЕС законом 2021 года, ограничивающим ЛГБТ-контент. Это сложный и чувствительный вопрос, затрагивающий фундаментальные права, национальный суверенитет и основные ценности Европейского Союза. 5 июня 2025 года генеральный адвокат Тамара Чапета опубликовала мнение, в котором указала, что ограничения Венгрии на ЛГБТ-контент нарушают законодательство ЕС, в частности, Хартию основных прав ЕС. Это мнение задает тон для окончательного решения, которое ожидается осенью 2025 года. В этом видео я разберу юридическую основу дела, проанализирую его развитие, мы обсудим последствия, и я объясню, почему это важно не только для Венгрии, но и для всего ЕС, а также за его пределами. Оставайтесь со мной в течение следующих 20 минут, пока мы будем разбирать это дело шаг за шагом. Если анализ покажется вам полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать колокольчик, прокомментировать, чтобы не пропустить новые видео. Поехали! Начнем с контекста. В июне 2021 года парламент Венгрии, где доминирует партия Фидес, премьер-министра Виктора Орбана, принял закон, ставший центром этого спора. Официально он позиционируется как мера для защиты детей и ограничивает доступ к контенту, связанному с гомосексуальностью и гендерной идентичностью для лиц младше 18 лет. Закон запрещает или ограничивает такой контент в школах, СМИ, рекламе, книжных магазинах и даже в семейной среде. Например, книги с изображением однополых отношений должны быть упакованы в пластик, а телепередачи с ЛГБТ-тематикой ограничены ночным эфиром. Закон сразу вызвал бурю негодования, как внутри страны, так и за ее пределами. Критики утверждают, что он дискриминирует ЛГБТ-сообщество, приравнивая их идентичность к вредному или неподобающему контенту. Сторонники, включая венгерское правительство, заявляют, что закон направлен на защиту несовершеннолетних и сохранение традиционных семейных ценностей. Это не первый конфликт Венгрии с ЕС. При руководстве Орбана Венгрия неоднократно подвергалась критике за законы, ограничивающие свободу СМИ, независимость судов и миграционную политику. Например, в 2024 году суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 миллионов
евро за нарушение миграционных правил ЕС с дополнительным штрафом 1 миллион евро в день до выполнения требований. Этот контекст задает фон для текущего дела. Закон 2021 года не остался незамеченным. В июле 2021 года Европейская комиссия инициировала процедуру нарушения, утверждая, что закон противоречит принципам ЕС. К декабрю 2022 года при поддержке 15 стран-членов и Европарламента комиссия передала дело в суд ЕС. Мнение генерального адвоката Чапеты, опубликованное 5 июня 2025 года, ключевой этап в этом процессе. Давайте разберем, как развивалось дело. Как юрист я хочу объяснить юридическую механику этого дела. Европейская комиссия, как хранитель договоров ЕС, следит за соблюдением законодательства странами-членами. Если она считает, что государство нарушило свои обязательства, она может начать процедуру нарушения в соответствии со статьей 258 Договора о функционировании ЕС. Именно это и произошло. В 2021 году комиссия направила Венгрии письмо с официальным уведомлением, изложив свои претензии к закону. Ответ Венгрии был признан недостаточным, что привело к мотивированному заключению в 2022 году формальному требованию привести законодательство в соответствие. Венгрия не уступила, и комиссия передала дело в суд ЕС. Это стандартный процесс, но он важен, поскольку может привести к обязательным решениям и штрафам. В основе дела лежит Хартия основных прав ЕС, которая имеет обязательную силу для стран-членов при реализации права ЕС. Мнение адвоката Чапеты указывает на несколько нарушений. Статья 21. Недискриминация. Закон дискриминирует по признаку сексуальной ориентации, ограничивая ЛГБТ-контент, в отличие от гетеросексуального. Статья 7. Уважение частной и семейной жизни. Ограничение обсуждений ЛГБТ-тем в семейной среде нарушает личные свободы. Статья 11. Свобода выражения и информации. Закон ограничивает доступ к информации и медиаконтенту. Статья 1. Человеческое достоинство. Маргинализация ЛГБТ-идентичностей подрывает достоинство личности. Чапета также утверждает, что ограничения Венгрии отклоняются от модели конституционной демократии, закрепленной в статье 2 Договора о ЕС, которая подчеркивает уважение прав человека, демократии и верховенства закона. Она отмечает, что попытка Венгрии оправдать закон защитой детей не подкреплена доказательствами. Как заявила комиссия, в 2022 году Венгрия не объяснила, почему ЛГБТ-контент вредит благополучию детей. Мнение генерального адвоката не является обязательным,
но оно влиятельно. Исторически решения суда ЕС совпадают с мнением адвокатов примерно в 80% случаев. Окончательное решение, ожидаемое осенью 2025 года, определит, должна ли Венгрия изменить или отменить закон и будут ли наложены штрафы. Это дело выходит за рамки одного закона. Оно проверяет способность ЕС отстаивать свои ценности. Давайте разберем последствия. Во-первых, для Венгрии решение против нее может вынудить изменить законодательство. Если суд ЕС признает закон несовместимым с правом ЕС, Венгрия будет обязана его отменить или изменить. Несоблюдение может привести к штрафам, как в случае с миграционным делом 2024 года. Однако правительство Орбана неоднократно сопротивлялось давлению ЕС, представляя его как атаку на национальный суверенитет. Это может усилить напряженность, особенно с учетом того, что Венгрия уже находится под надзором по статье 7 договора ЕС, которая теоретически может лишить ее права голоса в Совете ЕС за систематические нарушения верховенства закона. Во-вторых, для ЕС это дело подтверждает приверженность защите фундаментальных прав. 17 стран-членов во главе с Нидерландами публично осудили политику Венгрии, демонстрируя единство. Однако ЕС сталкивается с дилеммой, как сбалансировать принуждение с уважением к автономии государств-членов. Критики утверждают, что ЕС иногда превышает полномочия, в то время как сторонники считают, что он должен действовать решительно для защиты своих принципов. В-третьих, для ЛГБТ-сообщества это дело знаковый момент. Благоприятное решение может создать прецедент для оспаривания подобных законов, например, зон, свободных от ЛГБТ в Польше, которые также оспариваются ЕС. Напротив, слабая реакция может вдохновить другие правительства на введение ограничительных мер. Наконец, это дело подчеркивает глобальную дискуссию о правах ЛГБТ, в то время как ЕС позиционирует себя как защитник равенства, в других регионах, таких как Африка и Азия, существуют законы, криминализирующие однополые отношения. Итог дела может повлиять на международные дебаты о балансе культурных ценностей и универсальных прав человека. Как юрист я должен критически рассмотреть обе стороны. Дело ЕС выглядит убедительно. Защита хартии ясна, а закон Венгрии явно нацелен на конкретную группу, что сложно оправдать в рамках права ЕС. Отсутствие доказательств того, что ЛГБТ-контент вредит детям, ослабляет позицию Венгрии. Кроме того, широкий охват закона, СМИ, образование, семейное обсуждение делает его уязвимым для обвинений в чрезмерности и дискриминации. Однако позиция Венгрии не лишена оснований. Правительство утверждает, что защита детей
законный общественный интерес, признанный правом ЕС. Оно заявляет, что закон не запрещает ЛГБТ-контент полностью, а регулирует его доступ для несовершеннолетних. Это затрагивает более широкий вопрос о правах родителей против вмешательства государства в образование и СМИ. Некоторые могут утверждать, что ЕС навязывает универсальный подход, игнорируя культурные различия между странами-членами. Слабость позиции Венгрии в реализации, неясная формулировка закона и его размашистые ограничения рискуют стигматизировать ЛГБТ-сообщество, а правительство не предоставило данных в поддержку своих утверждений. Кроме того, история Венгрии, законы, направленные против НПО, СМИ, иммигрантов, указывает на систематическое противодействие нормам ЕС, что подрывает ее доверие. С юридической точки зрения дело ЕС, вероятно, победит, благодаря обязательной силе хартии и истории решений Суда ЕС, отдающих приоритет фундаментальным правам. Однако политические последствия могут быть значительными, поскольку Орбан может использовать решение против Венгрии для мобилизации внутренней поддержки, изображая ЕС как агрессора. Итак, чего ожидать? Окончательное решение Суда ЕС, намеченное на осень 2025 года, вероятно, подтвердит нарушение Венгрии права ЕС, учитывая мнение адвоката и прецеденты. Возможные исходы. Приказ об отмене закона. Венгрия может быть обязана изменить или отменить закон 2021 года для соответствия стандартам ЕС. Финансовые штрафы. В случае отказа от выполнения решения суд может наложить единовременные или ежедневные штрафы, как в миграционном деле. Эскалация процедур по статье 7. Решение против Венгрии может усилить призывы к санкциям по статье 7, хотя это требует единогласия других стран-членов, что сложно достичь. Вызов заключается в обеспечении соблюдения. Венгрия ранее затягивала или частично выполняла решения ЕС, а поддержка Орбана внутри страны остается сильной. ЕС должен сбалансировать юридическое принуждение с политической дипломатией, чтобы избежать дальнейшего отдаления Венгрии, что может ослабить единство блока. В завершение давайте подумаем, почему это дело важно. Речь идет не только о Венгрии и правах ЛГБТ. Это вопрос о сути Европейского Союза. Сможет ли ЕС отстоять свои ценности, уважая национальное разнообразие? Сможет ли он обеспечить соблюдение своих законов, не разрушая единство? Это дело определит ответы на эти вопросы. Как юрист, я считаю, что суд ЕС, скорее всего, вынесет решение против Венгрии, подтвердив приверженность фундаментальным правам. Но настоящий тест будет впереди. Подчинится ли Венгрия, или это спровоцирует более широкий конфликт? Для зрителей за пределами ЕС это дело дает уроки о балансе индивидуальных свобод и общественных норм. Дискуссия актуальная во всем мире. Я хотел бы, друзья, услышать ваше мнение в комментариях.
Считаете ли вы закон Венгрии оправданным? Или ЕС имеет право вмешиваться? Если этот анализ был полезен, поставьте лайк, поделитесь видео и подпишитесь на канал. Также вы можете поддержать канал через ссылки в описании или донатами. До следующей встречи. С вами был юрист Валерий Табаков. Спасибо за просмотр.